Всем доброго времени суток. Этот выпуск вышел в свет как пилотный, и все как обычно, если тема приживется, будет в продолжении. На все железо и на еще кое-что, что могу порекомендовать к приобретению, ссылки оставлю в описании. Комментарии, лайки и подписки приветствуются, а колокольчик +1 к карме. Буквально 2 месяца тому назад я открыл магазин компьютерной техники, где продаю комплектующие, некоторые мелочи типа флешек и так далее. Кстати, кто подписан на мою группу ВК, видели по этому поводу пост, а кто не подписан, но заинтересовался, загляните в описание. А также в своем магазине принимаю на ремонт и продажу компьютеры и ноутбуки. Так вот, этот компьютер один из таких. Не думал поначалу делать выпуск, но потом решил, может как мне еще кому-нибудь будет интересно. К примеру, какие у людей сборки, как и где их собирали, правильно ли их собирали, что из внутренностей возможно поменяли, в какую сумму и когда собирали, в каком состоянии железа за период его эксплуатации, ну и на что способна та или иная сборка. Если вам, уважаемые подписчики или случайные зрители, понравился такой формат, пишите обязательно комментарии. А открытие магазина — это уже отдельная история, которая требует отдельного выпуска, может быть, сделаю когда-нибудь. В общем, принесли мне комп на продажу, необходимо было переустановить операционную систему, заодно протестировать в играх. Не считая тестов состояния железа, таких как прогон в бенчмарках, замеры температур, проверок жестких дисков и так далее. Итак, процессор от AMD FX 4300 на царские 3,8 ГГц и в полноценных 4 ядра, причем камень горячий, как предшественник Phenom. Хоть и ТДП у него 95 Вт, работает он с простым боксовым кулером, и при этом в стресс-тесте температура была не выше 60 градусов, что уже близко к критической, и тут нельзя не отметить, что охлаждение было подобрано неправильно. Максимальная же температура в 70 градусов, кэш 2 и 3 уровней по 4 мегабайта, техпроцесс в 32 нанометра и в турбобусте может поднять частоту в 4 ГГц. Сокет AM3+, и процессор действительно неплохой, стоит он, к примеру, в DNS 3500, а на Али на 1000 дешевле. А все покупки с кэшбэк-сервисами, как EPN или Letyshops, еще приятнее, так как на сэкономленные деньги можно докупить еще чего-нибудь. Ссылки на их регистрацию есть у меня в описании, а на канале есть выпуск про кэшбэк-сервис EPN, советую к просмотру. Материнская плата от фирмы Gigabyte GA780T D3L с двумя слотами под оперативную память на 2 канала, а работает на данный момент в одноканале. Думаю, и это можно отнести к минусу сборщика. Двухканальный режим будет производительнее одноканального с одинаковым объемом памяти. Формат у нее ATX, есть много USB портов, PCI-Express, SATA портов, но нет USB 3.0, нет графики встроенной из-за формата и нет охлаждения на цепях питания. Блок питания от какой-то фирмы на 450 Вт, по факту там Вт 324 по 12 вольтовой линии, чего для данной системы хватает. Жесткий диск от VD Blue на 500 ГБ с кэшем в 32 МБ, стандартные состояния хорошие, оперативка в 4 ГБ с частотой 1333 МГц от Kingston. А еще есть и DVD-привод, и кто бы что бы ни говорил, я им пользуюсь. И да, корпус от фирмы Invin, а у них они красивые и не дешевые. Опять-таки минус к сборке, можно было поставить и самый простой корпус, а на сэкономленные деньги охлаждение получше. Ну и наконец видеокарта от NVIDIA GT630 на 1 ГБ памяти в 128 бит DDR3 с частотой 780 МГц, в общем не игровая. Но вот ее-то я и хочу протестировать в играх, в основном в онлайн играх, не современных конечно, и все же популярных.
Но для начала тесты в бенчмарке FarmArk разрешение HD и летающий бублик выдает 10-11 FPS, температура карты в пике 69 градусов и 611 очков. Результат вообще никакой, да в принципе там какой-нибудь и не должен быть, так как карта не позиционировалась как игровая. Теперь посмотрим, что выдаст бенчмарк процессора, и тест в Cinebench выбил 797 кубита, это неплохо для этого камня. А вообще можно было, к примеру, поставить хороший охлад и мать немного лучше этой и дать небольшой разгон. Тогда и результат был бы лучше, но и так в принципе неплохо, только вот для игр оперативки мало и карта слабая. Я бы поставил сюда, например, GTX 650, GTX 650 Ti или GTX 750, ну и еще и 2 гигабайта оперативной памяти для бюджетной сборки. Хотя камень спокойно потянет и GTX 750 Ti, но это уже не было бы бюджетной сборкой, так как цена ее на тот момент была около 7-8 тысяч рублей. Ну и тесты в играх, которые эта сборка более или менее потянет в разрешении HD, соответственно, чем ниже разрешение, тем выше был бы и FPS.
эту сборку собрал бы немного иначе, и производительность была бы выше, ну и цена немного тоже. Тут уже вопрос, или ниже цена и пользуйся этим, или цена выше, соответственно и производительность тоже. Но вот нужна такая сборка или нет, этот вопрос будет куда важнее, так как во всем железе, что тут стоит, интересен процессор, оперативка и жесткий диск. А возможно и блок питания, а все остальное можно было бы заменить, как уже говорил. В конечной заставке будет плейлист с сборками, которые могу посоветовать к покупке, а в описании ссылки на железо. За лайк и подписку буду благодарен, а колокольчик не даст пропустить мой новый выпуск. Комментарии, как обычно, приветствуются, я регулярно на них отвечаю и даже завожу новые знакомства. На этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.